Здравствуйте, в эфире экстренный выпуск новостей. Спецоперация России на Украине успешно продолжается. Правда, теперь уже не только на Украине и не только успешно. И минувшей ночью в этом смогли убедиться жители Брянской, Орловской, Калужской, Рязанской и Московской областей. А вот жители Пскова смогли даже стать ее непосредственными очевидцами. Я имею в виду ночную атаку беспилотников на Псковский аэродром Кресты. И у нас на связи диспетчер этого аэродрома, который, собственно, находился на дежурстве в ту довольно-таки яркую ночь. Добрый день, расскажите, что же все-таки там у вас произошло? Да-да, я все расскажу. Только скажите, у вас тут матюкаться можно? Нет, вы в прямом эфире. Это, конечно, худо-бедно, но как-то попытаюсь рассказать. Значит, смотрите, поначалу все было нормально. Мы с мужиками, как обычно, на смене сидели, чесали, языками чесали, общались в общем. И в какой-то момент смотрим в небо, а там летит какая-то жужжащая по идее, ничего не должно было там лететь. А за ней следом еще две таких же по ее же траектории летят. И через пару минут начался полный предел начался полный. Я такого на своей памяти не припомню, честное слово. Вы можете назвать точное время, когда это произошло? Да я и бутерброд даже съесть не успел. А бутеры я обычно хаваю ровно в полночь. Значит, где-то плюс-минус без 10-12 все и случилось. Но, если честно, я, конечно, могу немного списать на то, что часы у меня идут не точно. Но приблизительно где-то в это время. Скажите, что это были за беспилотники? Да я хуже стал видеть в последнее время ночью, честно говоря. Но могу сказать, что эти нежелательные летательные аппараты, они вот как-то низко вот так летели. И потом в один момент как и облако дыма поднимается такое серое. А потом один взрыв, за ним сразу второй, третий, четвертый взрыв. Простите, вы не могли бы говорить не взрыв, а хлопок? Да ну на хлопок это не было похоже. Говорю как есть. Там такой взрыв был, что все вокруг раскурочило к ядрене фени. В смысле все вокруг? Но, насколько я знаю, местные власти заявили, что ни один самолет не пострадал. Это чистой воды почвенные заявления. Вы меня слушайте, а не этих дал бы им в тыкву за такое вранье, честное слово. Там как минимум 4 Ила-76 пошли по предварительной информации на внеплановое списание. Вы имеете в виду, что они были повреждены? Нет, я имею в виду, что от них там не осталось ни хвоста, ни крыльев. А от некоторых вообще не осталось ни кусочка целого не осталось. Мы с мужиками с перепугу сразу обзвонили все службы. Они через полчаса приехали, и тут начался конкретный переполох начался. Все что-то бегают на телефоны, вот это снимают, как резервуар с топливом горит. А мы с мужиками смотрим и просто охрипли в какой-то момент. Орем им: тушите пожар, вы бронзбой, ты им уже каждому говорю: тушите. А пожарные эти стоят, ничего не делают. А только вот, как говорится, угли пинают, в общем. Простите, а наше ПВО как-то отработало по этим беспилотникам? Наше ПВО? Да ну их нахлопали там штук 8 этих беспилотников, а остальные сами об наш аэродром нахлопнулись. Понятно. И последний вопрос. Скажите, как вас зовут? Никифор. Скажите, Никифор. Нет, Никифор, это мать меня хотела назвать в честь деда Григория. А отец настоял, чтобы меня назвали Вадим. Так как вас зовут? Семен. Скажите, Семен, как вы думаете, какая приблизительно сумма ущерба может быть после этой атаки? Ну, смотрите, чтоб не
не спекулировать особо на этой теме, скажу так. Нам, честно говоря, по-хорошему надо провести полную ревизию всего, что было уничтожено. А уничтожено там было, поверьте, доходчиво, надеюсь, объяснил. Да уж, доходчивее некуда. Ну что ж, это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч.